Россия обновила рекорд в космической отрасли, который продержался почти 30 лет. В Роскосмосе подчеркнули, что подобное было и в советский период. Россия делает упор на высокотехнологичный рывок в масштабах страны и экспорт технологий. Нам нужен прорыв. Швейцарцы, американцы и немцы, они были поражены. Перемогой объявил испытание очередного попелаца Starship гуру американского хай-тека Илон Маск. Проходимец подчеркнул, что корабль приземлился целым. Зеленая трава прорастает из биоматов. В это трудно поверить. Мы, конечно, по привычке из страха обули резиновые сапоги, но пройти здесь можно и в кроссовках. Но под нами 25 метров бытовых отходов. Так она не полетела, а наши ракеты летают. Пипец вы лохи. Ай-яй-яй. Нельзя же так топтаться по чувству сопричастности мамкиных москофилов к великим свершениям американского хай-тека. Нет ни одной страны в мире, кроме России. За SpaceX сыграла не высота полета мыслей его конструкторов, а подъемная сила пиара Маска. Само по себе история человеческой цивилизации, которая называется российским опытом, это беспрецедентный случай. Я начал завидовать рабам. Они все знают заранее. У них твердые убеждения. Всем привет! В Роскосмосе назвали главное преимущество российских ракет перед американскими. Из 30 запусков прожогов этих двигателей к чертовой матери взрывалось почти все. Российские ракеты-носители космического назначения стартуют точно в обозначенное время, вне зависимости от погодных условий, поскольку были изначально спроектированы под военные задачи. Запуск ракеты-носителя с космическим грузовиком «Прогресс» не состоялся. А зарубежная космическая техника не способна взлетать при плохой погоде, сообщили в Роскосмосе. Военная ракета не может ждать, когда пройдет гроза, когда ветер успокоится. И были заложены в техническое задание требования, которые гениальными людьми были реализованы. Но есть, конечно, пределы. Пределы существуют, но мы откладываем запуск по погодным условиям не чаще, чем раз в 5 лет. Когда что-то такое произойдет, и чтобы не рисковать, раз в 5 лет мы откладываем, и на следующий день успешно производим запуск. Как знает весь мир, на Куру перенос по погодным условиям – это совершенно обычное явление. Да и у Falcon это бывало не раз, сказал руководитель направления дирекции коммерческих программ космического центра имени Хруничева Владимир Бронфман. По его словам, зарубежные ракеты не были изначально рассчитаны на плохую погоду, и они это просто не выдержат. Ну что ж, вот сейчас хороший ракурс, видна управляемая ракета. И поражает цель. У этой истории есть своя предыстория. Даже две предыстории. Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится, но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают. Обязательно бахнем. И не раз. В субботу посадочный модуль с первым китайским марсоходом Тяньвэнь-1 приземлился на Марсе. Планируется, что марсоход останется в посадочном модуле на несколько дней для диагностических тестов, прежде чем исследовать район, в котором он приземлился. Он присоединится к американскому марсоходу, который прибыл на Красную планету в феврале. Теперь Китай стал второй страной, которая сумела успешно доставить на Марс свой ровер. Расчетный срок работы аппарата составляет 90 марсианских суток, но опыт марсоходов НАСА показал, что эти показатели могут быть превышены многократно. Одна из миссий китайского ровера – это поиск признаков водяного льда. Предполагается, что на равнине Утопия, где приземлился аппарат, значительные отложения предповерхностного водяного льда толщиной до 170 метров, на глубине всего до 10 метров. Мы покажем вам то, что нам разрешили показать. Мы ответим на то, на что можно ответить. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой зонда на Марс. Поздравляем! Дебил! Роскосмос приветствует возобновление исследований планет Солнечной системы ведущими космическими державами. Успешная посадка на поверхность Марса космического аппарата Китая – это большой успех программы фундаментальных космических исследований КНР, написал Рогозин в своем телеграм-канале. Он напомнил, что в следующем году к Марсу будет отправлена российско-европейская миссия ExoMars. Подтверждаем, настрой на укрепление международного сотрудничества
сотрудничества для совместного продвижения исследований Вселенной, написал глава госкорпорации. Я об этом говорю сейчас. Я получил разрешение рассказать об этом. Сегодня попросил, мне дали разрешение. Тем не менее, надеюсь, что меня не прикроют. Частная американская космическая компания Rocket Lab потерпела неудачу при очередном запуске ракеты сверхлегкого класса «Электрон». Мне хочется плакать. Ракета успешно взлетела со стартового комплекса компании в Новой Зеландии. Однако из-за проблемы в работе второй ступени полезная нагрузка была утрачена. Ракета-носитель «Электрон» относится к сверхлегкому классу и предназначена для выведения на орбиту небольших спутников массой до 300 кг. Во время запуска возникла проблема, в результате которой миссия провалилась, написали в Твиттере представители Rocket Lab. Мы искренне извиняемся перед нашими клиентами. Проблема возникла вскоре после зажигания второй ступени. Дополнительная информация будет предоставлена по мере ее поступления. Вторичная цель миссии заключалась в тестировании аппаратных обновлений, в том числе нового теплозащитного экрана двигателей, которые были сделаны для упрощения повторного использования компонентов «Электрон». Кроме того, инженеры разработали новый аппарат для извлечения ступени из воды после ее возвращения. В заявлении Rocket Lab говорится, что после запуска первой ступени ракеты успешно приводнилась на парашютах в океан, как и планировалось изначально. Остановитесь! SpaceX запустила очередную группу интернет-спутников Starlink. Из нескольких десятков запусков только несколько, 2-3, были условно успешны. Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с еще одной группой из 52 спутников Starlink, а также 2 спутниками других компаний. Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал. Первая ступень ракеты-носителя успешно приземлилась на платформу, расположенную в Атлантическом океане. Предыдущий успешный вывод на низкую околоземную орбиту 60 интернет-спутников для развертывания глобальной сети интернет Starlink состоялся в начале мая. At a start of stage 1. As a reminder, we may lose coverage of the vehicle as it attempts to land on the drone ship. Landing legs have deployed. Landing leg deployed. Stage 2 FTS. On the left-hand side of the screen, got a beautiful view of a successful landing. This marks our 80. Значит, сделали, молодцы, хорошо. Что они сделали? Друзья, спасибо за ваши комментарии и лайки. Это самая большая поддержка в развитии канала. СМИ выдали новость, от которой можно впасть в шок. Ранее из России уезжало около 14 тысяч исследователей в год. Теперь 70 тысяч. Причем эту русофобскую новость стали тиражировать все инфопомойки Рунета. Утверждения про ежегодный отток исследователей. Лютая хайпажорская дичь. Не забывайте, что никому нельзя верить. Мне можно. Ага. Идем смотреть на апартаменты. То есть будем смотреть, как же живут наши русские ученые в загнивающем Западе. В загнивающем Востоке, да. Какие условия им предоставляются для этого? Сейчас оценим как раз. Классный подход. То есть строят университет и сразу делают целый поселок. Причем очень прилично выглядящих домов, чтобы размещать там научных сотрудников и, допустим, студентов, которые сюда приезжают, постоянных работников. Своя собственная экосистема существует. Уже есть даже некие детские сады. Скоро построят, наверное, еще большой супермаркет. Там, не знаю, футбольное поле. И это все бесплатно, правильно? То есть не надо ни за что платить за это. Зарплата отдельно, а жилье отдельно. Шикарно вообще. Слушай, ну это очень круто, кстати. Офигеть вообще. А слушай, дизайн какой классный, да? Да. Окно хорошее. Проработано все, стол. Смотри вообще. Какая красота. Ну вид, конечно, так себе. Но все равно. Вид на стену. Там не совсем. Так больше для обслуживания кондиционера. Зайти в него можно. Туалет. Шикарно. То есть это гостиная. Смотри, кухня тоже вполне себе нормальная. Здесь обедаешь? Да, развивается что-то обеденную историю. И вид нормальный тоже. Ребят, вот так наши ученые работают за границей, вносят свой вклад в общее достояние науки.